будем сеять прямо свежие семена, без всякой просушки. Перекись водорода, обычная аптечная перекись, 3%. Ну и вот смотрите, вот видите семена. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы и огородники. В этом видео я вам покажу, как можно вырастить рассаду томатов из свежих плодов. Семена будем брать сегодня вот из такого красивого томатика. Это томат Кумато, который я недавно купил в одном из супермаркетов. Точно так же можно вырастить точно такие же растения вот из такого томата. Это азербайджанский розовый. Как выглядят такие томаты, выращенные в теплице. Выращены они из семян, взятых точно таким же способом, как я вам сегодня и покажу. Вы можете посмотреть в моем отдельном видео. Я вам показываю уже готовый результат. Как же это сделать? И каково преимущество выращивания томатов из семян, взятых из свежих плодов, из помидоров? Ну, во-первых, это гораздо дешевле, нежели покупать семена в пакетиках, потому что они сейчас достаточно дорого стоят, особенно современные гибриды, которые не болеют. Можно просто взять, вот пойти в любой ближайший магазин, где продаются помидоры, взять понравившиеся вам плоды, взять из них семена, подсушить. Плоды, естественно, томаты сами употребить в пищу, то есть практически безотходное производство. И семена посеять в дальнейшем уже сухими семенами, взятыми из таких плодов. Можно взять семена непосредственно свежие. Я сейчас вам покажу, как это делается. Будем сеять прямо свежие семена, без всякой просушки, взятые из вот таких помидоров. Ну и сами понимаете, схожесть таких семян очень высокая. Они свежие, не просроченные. И они абсолютно точно повторяют свойства, материнские свойства растений повторяют в точности 100%, особенно в первый год посадки. Это, конечно, вероятнее всего гибриды F1, и в дальнейшем с них, если брать уже семена с плодов, которые вырастут из таких растений, уже есть вероятность того, что растения будут выглядеть несколько иначе, поскольку гены будут расщепляться. А вот в первом поколении растения будут абсолютно такими же. Это относится и к таким вот розовым томатам, и к темноплодным, таким вот сливовидным томатам с такой вот с темным окрасом. Это же относится и к желтоплодным томатам, и, конечно же, к томатам черри. Вот увидели там черри красивые в магазине, взяли с них семена, посеяли и вырастите точно такие же томаты. Единственное, что, конечно, вот в средней полосе, где я нахожусь в Московской области, такие помидорчики лучше всего выращивать в закрытом грунте, в теплице, ну или хотя бы в парнике. Ну что ж, давайте приступим к посадке. Сейчас я вам все покажу. Будем сажать вот такой семена вот из такого томата Кумато. Перед тем, как приступить к посадке рассады томатов, я вам немного напомню о сроках посадки. Для средней полосы, если вы находитесь, к примеру, как я в Московской области, то я рекомендую начинать сеять семена томатов на рассаду примерно в первой половине марта. Более ранние сроки, как правило, не оправданы, и томаты часто вытягиваются. Поэтому первая половина марта для средне-поздних сортов, вторая половина марта и начало апреля для ранних сортов томатов. Это оптимально для Московской области. Для перца сроки более ранние. Я вот скоро уже начну сеять перец на рассаду. Обязательно вам покажу соответствующее видео. Перец можно сеять примерно начиная с середины февраля для средней полосы. Это для средне-поздних сортов. Если сорта перца более ранние, то я рекомендую также перенести посадку рассады перца на начало марта. Итак, давайте приступим непосредственно к самой посадке. Для этого я рекомендую вам взять вот такой
прозрачный, ну, похожий лоток, если точно такой не найдете, что-то похожее рекомендую вам использовать. Дренажных отверстий здесь нет. Высота грунта. Грунт — это обычная земля покупная для овощных культур, универсальный грунт. Ну и смотрите, высота земли в лотке примерно около 4, ну, может быть, максимум 5 сантиметров. Очень важный момент, про который многие не знают, это перед тем, как сеять семена практически любых растений, я рекомендую все-таки грунт немного уплотнить. Для этого вот мне очень удобно использовать, к примеру, вот такую баночку, в которой у меня хранится корневин. Немного вот так уплотняю и выравниваю грунт. Это дает такой эффект более равномерного всхода семян. То есть семена не проваливаются, как глубже некоторые бывают, некоторые более выше. И вот неравномерность всходов получается, если земля у вас вот такой вот в рыхлом состоянии находится с комками. Поэтому комочков быть не должно. Ровный, слегка уплотненный грунт — это оптимально. Далее увлажняю поверхность почвы опрыскивателем. Воду для опрыскивания рассады томатов, а также и семян перед посадкой я рекомендую добавлять перекись водорода, обычно аптечная перекись 3%, на литр воды я добавляю 2 столовых ложки. Оптимальный вариант получается. Хорошо дезинфицирует и стимулирует семена к более быстрому прорастанию. Хорошо увлажняем землю. Помните, что почва должна быть слегка влажной. Ни в коем случае не делайте в таком лотке болото, чтобы там какая-то жижа из земли была. Вот это не нужно, потому что семена тогда могут просто сгнить в таких условиях. Поэтому слегка влажный грунт — это самый подходящий вариант для посадки семян на рассаду. Далее все очень просто. Берем понравившийся нам помидорчик, томатик. Острый нож нужен. Я буду пользоваться вот таким. Если плод не крупный, как в моем случае, вот видите, он такой вот средних размеров, я просто разрезаю аккуратно вот так вот томатик посередине, чтобы получился ровный срез. Нож должен быть очень острым. Ну и вот смотрите, вот видите семена, такие достаточно мясистые томаты. Вообще мне нравится вот кумата по своим вкусовым качествам, такой сбалансированный вкус, хорошая такая мякоть, не водянистый томат, сладкий, вот кому нравятся сладкие такие мясистые томаты, для тех это будет просто отличный выбор. Ну вот смотрите, теперь надо нам вот эти семена вместе с мякотью, я вам сейчас покажу, как я это делаю, более-менее равномерно распределить по поверхности грунта. Для этих целей хорошо подходит обычная чайная ложка. Обратной стороной аккуратно извлекаем семена и сразу прям отправляем их в грунт. Вот смотрите, из каждой камеры семенной вот так вот. Здесь семян очень много, поэтому пикировка, конечно, обязательно вам потребуется. Я делаю обычно при выращивании рассады томатов одну пикировку. У меня есть видео. Пикировка — это пересаживание проросших семян в отдельные стаканчики, в отдельные емкости. Ну вот смотрите, вот так более-менее равномерно получилось. Сейчас я вторую тоже половинку распределю. Ничего страшного, если там упадет вот кусочки мякоти, там все это благополучно перепреет в процессе роста семян. Волноваться не стоит. Семена прорастают хорошо, даже посаженные вместе с мякотью. Ну и можно, конечно, вот так вот взять еще, распределить немножко по поверхности.
Можно таким же способом и сеять семена в небольшие лунки, которые формируем заранее на поверхности почвы, либо бороздки. Можно использовать вот такой вот, к примеру, маркер, сделать небольшое углубление и туда семечки, ну, получится гнездовой способ посадки. Ну, кому как удобнее. Можно бороздки сделать поперечные, либо продольные, и в них посеять. Я вам просто показываю, что можно вот таким простым способом, просто по поверхности. Потом при пикировке мы разделяем, естественно, растения по одному и пересаживаем в отдельные емкости. Еще раз хорошо увлажняю и заодно обрабатываю семена от болезнетворных микроорганизмов, если вдруг они есть в данных семенах. Ну, я вам уже показывал, использую перекись водорода. Далее семена томатов нужно присыпать небольшим слоем земли. Слой земли должен быть примерно около 1 сантиметра. То есть глубоко закапывать не надо. Желательно вот такие комочки, конечно, разрыхлять. То есть рыхлая должна быть земля. Слегка присыпаем. Ну, стараясь как можно равномернее, чтобы не было где-то больше, где-то меньше. Равномерно присыпали 1 сантиметром земли. Далее нужно создать для семян парниковый эффект и повышенную температуру. Температура прорастания семян оптимальная вот для томатов это примерно 25 градусов. Достаточно тепло должно быть. Если будет прохладная температура, семена всходят долго, всходят не дружно. И часто долго приходится ждать самих всходов. А вот при повышенной температуре, примерно плюс 25 градусов, семена томатов всходят буквально на 3-й, 4-й, ну максимум на 5-й день уже хорошо прорастают. Но нужно сделать, конечно, парниковый эффект. Самый простой способ это взять пакетик упаковочный и поместить лоток в пакетик. Поставить такую емкость временно, пока семена не появились, не проросли точнее, можно куда-то в темное место, ну, где недостаточно света. Но как только семена появятся, вот у нас тут, видите, первый, кто появился, это кот. Как только семена прорастут, появятся первые росточки, то обязательно нужно лоток уже поставить на светлое место. Это может быть подоконник, но, конечно, нужно будет обеспечить дополнительную досветку, дополнительное освещение, потому что все-таки в феврале и даже в марте естественного света от окна еще недостаточно для хорошего роста, для крепкой рассады на толстой ножке. Свет очень важен, поэтому я рекомендую вам досвечивать рассаду томатов примерно 12 часов. Ну, скажем, с 8 утра и до 8 вечера обязательно досвечивайте рассаду. Это могут быть фитолампы, это могут быть обычные светодиодные лампы 4000 кельвинов, которые можно купить в любом строительном магазине. Сейчас я перенесу этот лоток в такие подходящие условия по температуре и посмотрим, насколько быстро прорастут семена томатов. Итак, прошло 5 дней. Вот такой результат. Появились всходы семян. Я их уже сейчас досвечиваю примерно в течение 12 часов с 8 утра до 8 вечера. Досвечиваю обычной лампой 4000 кельвинов, светодиодной. Видно, что немножко рассада вытянулась. Это ничего страшного. Ну, во-первых, это индетерминантные томаты. Они всегда выглядят немного более вытянутые по сравнению с обычными низкорослыми томатами. Это сразу видно по рассаде. Тем не менее, сейчас я буду постепенно понижать температуру. И эта рассада, она окрепнет. И я ее, конечно, через некоторое время распикирую. Покажу вам видео. Продолжим экспериментировать с томатами выращенными.
из семян свежих плодов. Ну а пока вот такие результаты. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев.